Доброе утро. Очень рад быть первым. Надеюсь, вы с утра готовы выслушать мои мысли насчет тестирования. Я сразу скажу немножко пару слайдов о том, кто я. Я не тестировщик, но я работаю с тестировщиками. И вот небольшой такой опыт обо мне. Я достаточно активно на GitHub представлен. У меня более 3000 фолловеров на GitHub, достаточно большая цифра на территории России. Я пишу софт активно, на Java в основном, на Ruby и немножко на PHP и JavaScript. Также я пишу книги о программировании, в основном об объектно-ориентированном программировании и о теории программирования. Вот мои последние и единственные 5 книг, которые я написал. Возможно, кто-то из вас что-то мое читал. Поднимите руку, кто как-то знаком с моим творчеством, хоть как-то. Ага, есть такие люди. Sorry. И последний почти год я работаю вот в такой замечательной компании. Кто узнал логотип, наверное, знает, как называется эта компания. Я почти год работаю в Huawei. Руковожу небольшой лабораторией исследовательской разработки, Research and Development лаборатории. И у нас возникла проблема. 2 месяца назад мы решили взять себе на работу в наш штат, в команду тест-инженера, лид-тест-инженера. И уже провели, наверное, 15 интервью, и у нас не получается взять человека. Мы задаем людям вопросы на интервью, мы интенсивно интервьюируем, и вот нам не нравятся те люди, которых мы встречаем. Хотя мы пытаемся выбирать максимально интересных людей, смотрим на их там резюме, на их профайлы, и вот интервьюируем и задаем вопросы, на которые они отвечают не так, как нам бы хотелось. Я вам сейчас вам задам эти вопросы. Посмотрим, как вы на эти вопросы сможете ответить, насколько вы соответствовали бы интервью, которые мы бы проводили с вами, если бы вы к нам попали в команду. Всего будет 5 вопросов. И это будет мой доклад. Вот эти 5 вопросов я вам задам и расскажу на каждый вопрос, сначала предложу вам выбрать ответ, потом покажу правильный ответ, а потом объясню, почему он правильный. Ну и посмотрим, может быть, кто-то из вас в итоге после доклада подойдет к нам и мы поговорим. Итак, первый вопрос. Первый вопрос, который я задаю в порядке следования. Мы общаемся о разных вещах, люди рассказывают о своем опыте, но вопросы такие ключевые. Они будут на английском, я думаю, большинство из вас понимает язык, я так вот английский использую для простоты. Главная цель тестирования, вопрос номер 1. Главная цель тестирования – это, первое, подтвердить, что продукт работает. Тестирование нам нужно для того, чтобы подтвердить, что продукт работает. Вариант второй – для того, чтобы помочь программистам исправить ошибки. И вариант третий, для того, чтобы повысить качество. Правильного ответа тут нет. Следующий вопрос. Правильного ответа тут нет. Действительно, это так. Действительно, правильного ответа здесь нет. А правильный ответ такой, доказать, что продукт имеет баги. Это имелось в виду? Нет. Тоже нет. А какой правильный? Правильный ответ – сравнить, что у вас продукт работает в соответствии с пожеланиями заказчика. А все остальное, то, что там есть баги, то, что их надо фиксить, это следствие. Основная задача – сравнить то, что есть, с тем, что ожидается. И показать, что это так и есть. Что то, что... Ну, я эту мысль положил в первый вариант. Подтвердить, что продукт работает. Я под словом works имел в виду, что он соответствует нашим ожиданиям относительно работы. Здесь главный contradiction главное противоречие в том, что большинство тестировщиков считают, что их задача, как в первом пункте указано, что их задача это действительно подтвердить, что то, что мы имеем перед собой, тот продукт, который они видят, он соответствует требованиям. Не сломать продукт, не доказать, что он не работает, а как раз доказать, что он работает. Это такое контринтуитивное утверждение относительно тестировщиков, которое, на самом деле, не я его автором являюсь. Я сейчас покажу несколько цитат из книг, в котором многие авторы пишут о том, что большинство тестировщиков считают, что их задачей является, глядя на продукт или глядя на требования к продукту, сравнивать одно с другим и подтверждать, что все хорошо. То есть тестировщик видит себя, классический тестировщик, что неправильно, видит себя таким валидатором или, как сказать, человеком, который действительно должен сравнить и сказать, что все окей. Хотя на самом деле идея тестирования это в том, чтобы быть в противоречие входить с программистами и убеждать или показывать программистам, что они где-то ошиблись. То есть задача тестирования – это доказать, что там есть ошибки. Доказать, что продукт не соответствует требованиям. Мне кажется, вы противопоставляете первый и 4 пункт, а на самом деле тестировщик должен объективную картину показывать. Он не должен доказывать, что там есть ошибка или что там нет ошибок. Он должен показывать объективную картину, вот как оно есть,
На самом деле. Тоже есть такая мысль, мы тоже с ней не согласны. На самом деле действительно нужна объективная картина, но я сейчас покажу чуть-чуть позже, что эта объективная картина должна формироваться не тестировщиками, а теми, кто стоит над тестировщиками и программистами. То есть существуют программисты, которые видят картину позитивно, существуют тестировщики, которые видят картину негативно, и дальше существует кто-то, кто над ними находится, кто решает, какая же объективная картина. Если тестировщик будет стремиться показать картину объективно, то есть показать, как будто бы, не преувеличить недостатки, а, так сказать, показывать их, как они есть, то мы в этом случае получим картину, смещенную в сторону программистов, смещенную в сторону позитивного взгляда на наш продукт. Мы должны иметь два взгляда. Программисты всегда считают, что у них все хорошо, и они готовы это все отдать заказчику и выложить в продакшн. Тестировщики считают, что все всегда плохо. И багов там огромное количество, и вот мы их все репортим. И они видят картину со стороны негатива. И дальше эти два взгляда пересекаются, и получается объективная картина. Вот есть такая цитата из известной книги, я не знаю, кто из вас читал эту книгу, если кто-то не читал, то прямо категорически рекомендую на нее взглянуть. Вот цитата из нее, что несмотря на то, что огромное количество книг написано о тестировании, многие девелоперы, тут девелоперы сказано, считают, что у них неверный взгляд на тестирование. И дальше он говорит, что тестирование это процесс выполнения программы с интентом нахождения ошибок. Не с интентом показать, как на самом деле есть. А главная задача тестировщика это найти проблемы, найти ошибки. Это его главная миссия, главная цель. Ну и дальше такая мысль, вторая цитата, тоже интересная. Если тестировщику ставить задачу показать, что продукт работает, то если наша задача это демонстрировать то, что продукт рабочий, то лучше всего вообще не делать тестирование. То есть, если тестировщику поставить задачу, возьми продукт и покажи, что он соответствует требованиям, то если вообще не тестировать и сказать «да, соответствует», в общем-то, это максимально короткий путь к достижению цели. Если же тестировщику поставить задачу «докажи, что этот продукт не соответствует цели», тогда нужно поработать. Тогда нужно что-то сделать с этим продуктом, какие-то дефекты найти, как-то эти дефекты задокументировать и сказать «вот мое доказательство, что он не работает». То есть тестировщик, которому поставили целью доказать, что продукт рабочий, это тестировщик неэффективный, неправильный, и он как бы со своей задачей не справится. Ну и, как я сказал, существуют такие два источника правды, истины. Один это программисты, которые говорят, что все хорошо, и второй это тестировщики. И между ними, естественно, возникает такой неизбежный inevitable конфликт, о котором пишут люди, что software testing процесс, который неизбежно приходит к конфликту между девелопером и тестером. То есть, если у вас в организации, если в команде нет этого конфликта между тестером и девелопером, то в итоге качества не будет. Если тестеры мыслят так же, как девелоперы, если девелоперы помогают, вернее, тестеры помогают девелоперам, если у тестера та же задача доказать, что все хорошо, то конфликт не возникает и не возникает качества. Вот это первая такая фундаментальная проблема, которую я вижу в головах у тестировщиков. Они видят себя как помощников программистам. Они должны себя видеть как врагов программистов. Это первый вопрос. Кто из здесь присутствующих согласился бы с этой мыслью на интервью? Есть такие люди. Ура! Идем дальше, но их немного. Вопрос второй. Тестирование заканчивается, когда... Дальше три варианта. Вот я спрашиваю, ровно вчера было интервью, я спрашивал у человека, вот поставлена тебе задача протестировать, и тебе нужно в какой-то момент завершить тестирование и сказать, мы закончили, мы команда тестировщиков, нас там было 5, мы тестировали, ну все, завершено, спасибо, мы выполнили свою задачу. Вот в какой момент тестер может сказать, что задача выполнена? Он мне предложил вариант первый, он сказал, у нас есть все тест-кейсы, мы там 50 тест-кейсов мы написали, мы по ним по всем прошли, ну, в общем-то, задачу выполнили. Все тест-кейсы, эти тест-кейсы покрывали весь функционал. Второй вариант, у нас время кончилось. Время кончилось, поэтому мы тестировать заканчиваем. У нас было всего неделю, вот пятница закончилась, тестирование закончено. И третий вариант, багов больше нет. Мы тестируем. В какой парадигме, в японской или в американской? Не знаю разницы между этими парадигмами. Японцы тестируют до тех пор, пока есть что тестировать. Американцы тестируют до тех пор, пока достигнут заданный уровень качества. Соответственно, японцы убиваются на работе, американцы нет. А теперь ответьте на ваш вопрос, выберите какую-то парадигму, мы ответим на ваш вопрос. Ну давайте парадигму, которая убивается на работе. Это японская, да? Тогда второй, пока время, не вышло. То есть мы работаем до конца пятницы, и потом говорим, тестирование завершено. Ну так в этом случае можно вообще не работать. Никогда не заканчивается. Это четвертый вариант. Я солидарен, что оно не заканчивается. За качество надо после релиза так.
Никогда не заканчивается. Это на самом деле хороший, лучший вариант из этих трех, было бы неплохо его написать. Чаще всего выбирают первый вариант, потому что люди предполагают, опять же, исходя из первого постулата, неправильного, в том, что нужно тестировать и доказывать, что все хорошо, то, естественно, если цель такая поставлена, то я пройдусь по всем 50 функциям, и если все у меня не сломалось, ничего не сломалось, то, в общем-то, можно сказать, что я все протестировал и продукт готов. Но если же иметь в голове мысль о том, что наша задача сломать, то тогда на самом деле становится понятно, что мы будем ломать бесконечно. Там в любом продукте с программном есть бесконечное число ошибок. Ломая его дальше и дальше, находи в нем проблемы, этих проблем будет всегда бесконечное количество, лишь бы было достаточно времени для того, чтобы их найти. То есть близкий ответ к правильному – это бесконечно. Всегда можем тестировать, нас никогда нельзя остановить. Но возникает все-таки бизнес-вопрос. Сколько же нам на самом деле нужно времени? Допустим, вы команда тестировщиков, вам дали продукт, вы должны оценить, сколько вам потребуется времени на тестирование этого продукта. И вы не можете сказать бесконечно, вы должны какую-то оценку дать. И есть разные мысли на этот счет, у, опять же, авторов разных книг, но мне ближе всего вот этот вариант. Когда с задачей и целью ставится определенное количество ошибок найденных. То есть перед командой тестирования ставится цель найти определенное количество критических багов или определенное количество некритических багов. То есть количество найденных багов является наиболее близкой метрикой к оценке завершенности тестирования. Да. Сразу вопрос, как поделить вот это количество планируемых багов? Поделить ее между программистами? Как определить? Вот вы говорите, надо запланировать, Как ее посчитать? которые должны быть найдены. Как определить эту цифру? Как мы ее, почему 42, да, в этом случае? Да, это хороший вопрос, и на него есть, опять же, не моя мысль, есть, вот, например, такая прекрасная книга о тестировании, и такая цитата, что Рекс Блэк пишет, что, допустим, вам необходимо оценить total number of bugs, которые вы хотите найти, и возможно, в этом случае он предлагает 3 техники. 3 разные техники, как эту оценку можно сделать. Вы можете почитать книгу, я не буду эти техники рассказывать, но вкратце можно сказать, что он в основном опирается на предыдущие результаты. Если у нас есть команда тестировщиков, и она работает уже не первый день, то мы можем посмотреть на историю тестирования этих продуктов или историю работы команды, и мы увидим, что в среднем вот этот тестировщик А находит в среднем в неделю 3 критических бага. И эта статистика сохраняется на протяжении уже года. То есть, наверное, можно предположить, что этот же тестер в примерно этой же системе найдет новые 3 бага в критической системе. И так далее. То есть, глядя на статистические показатели, он предлагает 3 техники. Их на самом деле можно больше этих техник придумать. Но используем статистику и дальше из этой статистики выстраиваем прогноз. Когда мы прогноз выстроили, дальше мы эту цель ставим перед командой и говорим: команда, от вас ожидается 42 бага. 42 бага в неделю, работаем в неделю, не в неделю, вы можете найти их через день, и тогда остальные 4 дня можете отдыхать, либо можете искать их 2 недели. То есть мы не ограничиваем время, мы не ограничиваем, какие нужно пройти тесты. Мы сейчас не говорим о примитивном функциональном регрессион тестировании, когда нужно действительно вручную пройти стандартные процедуры и просто подтвердить, что мы их прошли. Это такое тестирование определенной категории. Но если мы говорим о тестировании, которым мы действительно хотим повысить качество, то это тестирование, нацеленное на то, чтобы сломать продукт. Когда мы говорим «сломайте его», мы ставим конкретную цель. Сломайте его 42 раза. Не просто сломайте, а 42 раза. Мне кажется, это чревато, если вы ставите цель 40, допустим, уменьшим цифру, у нас фича небольшая, нам надо найти 5 багов. Допустим, мы нашли какие-то баги, они, в UI. И дальше мы просто заканчиваем тестирование, хотя там какие-нибудь блокеры есть. Для этого нужно классифицировать баги, говорить, найти 5 критических багов. При этом можно А если Можно еще вопрос? А как получается вот это количество еще ведь зависит от разработчиков, кто пишет код? Конечно, от многих факторов зависит. От многих, да. Это можно опираться на огромное количество статистики. Нужно смотреть, сколько багов мы находим в среднем, сколько мы генерируем багов, с какой интенсивностью они приходят. То есть это вопрос менеджера. Менеджмент, глядя на предыдущие результаты, он может сделать такой эксперт-джаджмент и сказать: вот в этом релизе или в этом блоке функциональности я хотел бы от вас 43 бага. А завтра 100 багов, а завтра 5. Если мы хотим найти, если мы думаем, что их допустим, 5 и нам недостаточно, то менеджмент всегда может повысить эту цифру и сказать, что я хочу выше качества, поэтому дайте мне не 42, а 400 багов.
Егор, я извиняюсь, перебью. Господа, большой нюанс. То, что у нас Егор вещает здесь, но у нас еще идет онлайн-трансляция. И те вопросы, которые вы вот сейчас говорите, поднимая руки, их совершенно не слышат те люди, которые тоже сидят на той стороне. Мы поэтому очень просим вас записывать вопросы и потом задавать их во время сессии вопрос-ответ. Если так возможно, либо сразу же пишите... Либо я буду повторять вопрос. Не, либо сразу пишите их в слайда, и потом этот вопрос в любом случае будет повторяться Егором, либо другим спикером, когда это будет другое выступление. Это для нас архиважно. Пожалуйста, будьте любезны. Окей. Спасибо. Да, мы поняли. Отвечу на вопрос, что если там был вопрос оттуда, что если там их не 42, а 43. Да, вот мы поставили задачу найти 42, а люди нашли 42, их там на самом деле 43. Это, опять же, этот вопрос показывает наше не совсем верное понимание того, сколько на самом деле багов в программном продукте. Их там бесконечное количество. Их не 42, их не 43, их unlimited amount. Вопрос просто в том, какое количество из них попадет в продакшн. То есть задача тестировщика это не найти все баги. Это тоже одно из глубоких заблуждений. Я его не указал в этих вопросах, но, наверное, все это понимают. Что ставить задачу найти все баги, это может только человек, не понимающий сути тестирования. Багов там бесконечное количество. Найти их все не представляется возможным при ограниченном количестве ресурсов. Вопрос лишь в том, какое количество из этих багов, которых там бесконечное, пойдет в продакшн и будет обнаружено клиентами. Наша задача снизить количество багов, которые обнаружат после нашего тестирования наши клиенты. Вот и все. Для того, чтобы их снизить, мы стараемся найти их как можно больше. Если их там бесконечно и легко находимых там, допустим, там, не знаю, 150, то мы пытаемся найти эти 150 до выпуска продуктов в продакшн. Но их там не 150, их там 25 миллионов. Но 150 легко находимы, мы называем их блокерами, допустим, или критическими багами. Вот наша задача найти их как можно больше на этапе тестирования. Поэтому мы ставим тестировщику задачу, найди их 150. Мы можем ошибаться с этой цифрой, мы можем поставить неверную цель. Ну, давайте ставить ее всегда с запасом. Давайте если мы предполагаем, что их там 150, давайте 200 ставить тестировщикам. И смотреть, сколько они на это времени потратят, потом смотреть на продуктивность, результативность, и в конце этого периода делать какие-то выводы, ретроспективу. И на следующий этап ставить им новую цель, исходя из этой ретроспективы. И вопрос тогда, еще один такой уже моя мысль, о том, как сделать так, чтобы тестировщикам было интересно находить эти баги и работать. Я вот в своей книге, которая тоже покрывает тестирование, я предложил такую мысль, что наиболее, наверное, эффективным способом мотивации тестировщика на нахождение багов, это платить ему за баги. То есть тестировщик, на мой взгляд, должен получать реворды, деньги, там, поинты, бонусы не за время в офисе, не за борьбу за качество, а за конкретно найденные баги. Чем больше он блокеров находит, она, тем больше он получает денег за там, свою работу. Ну, мало компаний это практикует, хотя я думаю, сейчас задать вопрос, кто-то из вас скажет, что у вас кто-то сталкивался с такой системой, когда за баг приходит реворд в какой-то форме, в денежной. Есть такие, кто-то сталкивался, но я сталкивался с компаниями, которые работают по такой формуле. Когда нанимаем мы компанию и говорим, вот вам продукт, тестируйте его, и мы этой компании платим не за время, не за месяц, не за работу над продуктом, а за каждый баг-репорт. Они нам присылают баг-репорт, и мы его классифицируем, этот баг-репорт, либо он критический, либо он блокер, либо он майнер, и по этим классам, которые мы прикрепили, мы платим деньги за результат. А не возникнет проблем между тестировщиком и программистом, когда тестировщик будет баг-репорты составлять на каждый чих? Да, повторю вопрос, не будет ли такого, что тестировщик будет составлять слишком мелкие баг-репорты, слишком, так сказать, майнер-репорты и игнорировать при этом более сложные проблемы, да, не заходить в блокеры. Конечно, возможно. Безусловно, если тестировщик хочет искать майнер, он должен, естественно, получать за эти майнер-репорты значительно меньше реворд, значительно меньше, например, денег, а за блокеры получать значительно больше. Какие-то тестировщики выберут легкий путь, допустим, они джуниор-тестировщики, они не умеют находить блокеры, и окей, тогда они будут находить майнер проблемы и получать, соответственно, там, допустим, за 100 репортов получать там по рублю за каждый. А будет какие-то тестировщики, которые будут находить один блокер и получать 100 рублей за цельный блокер. И наша задача как менеджмента, это будет балансировать эту команду и находить и джуниор-тестировщиков, и синьор-тестировщиков. Кому-то будет неинтересно искать майнер проблемы. Тестировщик, допустим, с большим стажем, ему интереснее работать с более серьезными проблемами и получать там 100 рублей за каждый большой баг. А есть кто-то, кто джуниор, и он пока начинающий. Поэтому это вопрос балансировки ресурсов со стороны менеджмента. Вот такой второй вопрос. Вопрос номер 3 звучит так. Продукт релизится кастомером когда? Первое. Тестеры говорят, что он готов. Вот команда работала 2 недели, мы продукт собрали, релиз там 28-й релиз. В какой момент мы решаем, что он должен выкатиться на продакшн? Первый вариант. Тестировщики тестировали и сказали, он готов. И тогда он выкатывается. Я думаю, так в большинстве систем, в большинстве команд работает. Да? У кого так в команде?
Да, это первый вариант. Вариант второй, программисты думают, что он готов. Тестировщики хоть и тестировали, но программисты решают, что так, пора. Тестировщики там что-то считают, какие-то мнения у них есть, какие-то баги у них, но все равно нам пора. Это второй вариант. И третий вариант, когда время приходит. Я встречал, есть у кого-нибудь такая ситуация, когда просто в пятницу и мы релизим, неважно что, вот одна рука и две руки. Я встречал такие ситуации, встречал в нескольких командах, да, в одном точнее, случае я видел, когда вот просто релиз жестко прикреплен к пятнице, и неважно, что мы там нашли, баги, не баги, мы все равно выкатываем. Ну, вот такие три варианта. Кто думает как-то иначе? Ну, вы предполагаете, здесь четвертый вариант есть. Когда продукт соответствует релиз-критериям. А кто это когда продукт соответствует релиз-критериям, я повторю, а что именно, какие могут быть релиз-критерии? Ну, Кто решает? зависит от продукта. На На самом самом деле деле решает сложно. команда. Не обязательно это тестировщик, и тестировщики не подтверждают, что продукт, они просто констатируют, что он соответствует критериям или не соответствует. Вот и все. Да, на самом деле неплохой комментарий, он похож на мой ответ. Мысль в том, чтобы сделать так, чтобы тестировщики, правильная формула выглядит так, чтобы тестировщики не являлись отделом проверки качества, выпускающим продукт. То есть тестировщики должны находиться не программисты, потом тестировщики, потом релиз, а программисты, тестировщики и потом релиз. То есть программирование и тестирование – это два процесса, происходящих параллельно друг другу. Программисты строят, тестировщики ломают. И в какой-то момент времени наступает точка синергии этих двух процессов, точка соединения. Когда становится понятно менеджменту, так рекомендуется делать, я сейчас покажу, кто рекомендует, когда становится понятно, что эти строят так хорошо, что этим становится все труднее и труднее находить критические баги. Они никогда не остановятся, мы помним об этом. Они всегда будут находить баги. Они всегда будут, потому что багов бесконечное количество, тестировщики могут тестировать еще сколько угодно времени. Но в какой-то момент мы видим по динамике, что интенсивность нахождения багов начинает падать. Становится видно, что тестировщик уже не может находить, или команда тестеров не может находить так много багов в неделю, как она находила там 2 недели назад, или в день. И в этот момент менеджер, который находится над этими двумя процессами, он принимает решение. Пора это дело выкатывать в продакшн. Хотя там, конечно, есть баги, и мы там их еще найдем очень много, но бизнес-решение принимается, и при появлении так называемого условия, необходимого для релиза, этим условием чаще предлагается иметь эту самую ситуацию, в которой слишком тяжело становится находить баги, в этот момент мы выкатываем в продакшн. Это не моя идея, это опять же предложено в этой хорошей книге, что software released for use не тогда, когда известно, что он correct, потому что это completely wrong. То есть никогда продукт не будет correct. Если мы предполагаем, что мы релизим, когда продукт correct, мы не понимаем идею, основные принципы тестирования. А правильно мы должны делать так, что когда rate, то есть скорость определения, нахождения ошибок slows down, падает, и тогда менеджмент considers acceptable. То есть менеджмент, не программисты и не тестировщики принимают решение, когда выкатывать в продакшн. А тот, кто находится над ними, некий менеджер, project manager. Project manager получает статистическую информацию из двух команд и видит, что программируем мы с такой скоростью, тестируем с такой, багов становится не меньше. В какой-то момент он говорит релиз. Вот так должно быть. Это, к сожалению, никто на этот вопрос не отвечает толком. Большинство тестировщиков считают, что их задача это быть вот этим точкой контроля качества, точкой приемки. И многие даже пишут, что testing means accepting. Вот это категорически неверная формула. Testing is not accepting. Testing is rejecting. То есть задача тестера это rejectить, а не acceptить. Тестировщик должен говорить нет. Если тестировщик говорит да, то нам он не нужен, мы без него да можем сказать. У нас и программисты для этого есть. Программисты запрограммировали, у них все хорошо, они счастливы, они говорят да, выкладываем в продакшн. И должен быть кто-то, кто называется тестировщиком, который скажет нет. И будет продолжать говорить нет. Вот пока он на своем рабочем месте, пока эта команда тестеров на своем месте, она все время говорит нет, мы не согласны, ни в коем случае не релизить, там блокеры, там проблемы, там все упадет и все сломается. Но происходит момент компромисса, и мы выкладываем. Вот такая мысль номер 3. Вопрос номер 4. У нас их всего 5. Самую лучшую помощь, которую тестер может оказать девелоперу, это... Вот я спрашиваю людей, как вы думаете, в чем ваша главная помощь программисту? Вот вы тестировщик, как вы можете нам помочь?
Как вы можете сделать так, чтобы программисты в итоге что-то стали делать лучше, благодаря наличию вас? И варианты ответа такие. Ну, первый вариант, мы будем больше тестов запускать. У нас их будет больше, будет много тестов, и это нам поможет поднять качество, и программистам будет хорошо. Второй вариант, это мы будем работать овертайм по японской модели. Третий вариант, мы будем обращать внимание на всю мелочь. То есть мы будем такие detailed oriented, мы будем прям на все детали обращать внимание, все мелкие ошибки уловить и так далее. Вот каждый тестировщик видит свое, как сказать, повышение своего качества своей работы в разных вещах. В чем вы видите, как вам кажется, из этих трех вариантов, вот в чем чем отличается, может, я вопрос не совсем точно сформулировал, чем отличается хороший тестировщик от плохого? Хороший тестировщик – это который больше тестов может запустить, тот, который может овертайм работать, или тот, который обращает внимание на детали. Который в первый день найдет все криты в продукте. Так, который в первый день найдет все блокеры, да. Еще раз? Мало багов пропускать. Который пропускает мало багов. Ну, то есть, мы уже понимаем, что пропускать их там много, поэтому он пропускает все, кроме тех, которые он находит. Поэтому, наверное, этот ответ... Метрика – это какие серьезные баги, найденные на проде, то есть количество багов. Можно сравнивать, предложение такое, сравнивать, сколько багов нашли кастомеры, потом сравнивать с тем количеством багов, которые нашли тестировщики, и как-то оценивать работу тестировщика таким образом. Возможно, хотя опять... Который может помочь отдебажить баг. Ближе, вот этот вопрос мне ближе. То есть вариант такой, что тестировщик тот хороший, который может помочь программисту этот баг пофиксить. Не просто его найти, а еще и объяснить и помочь программисту, как этот баг пофиксить. Это очень близко. И... Тот, кто скажет разработчику, в чем он не прав. Еще ближе, мне тоже нравится этот ответ, тот, кто скажет разработчику, где этот разработчик не прав. Я предлагаю вот такой вариант. Хороший тестер – это тот, который делает более качественные баг-репорты. При этом он и помогает программисту, при этом он и объясняет программисту, при этом он и вместе с программистом будет работать. То есть человек, тестировщик хороший, тот, кто умеет сделать так, чтобы баг был пофикшен в итоге. Как он это может сделать? В первую очередь, с помощью качественного баг-репорта. Мне кажется, еще найти максимально рано. Максимально? Рано. Чем раньше найден баг, тем дешевле. Чем раньше он нашел, да, то есть согласен, да, это я тоже понимаю, безусловно. Это способность найти баг максимально быстро, максимально в первые шаги тестирования, безусловно, это качество тестировщика. Но мне кажется, что самым, наверное, главным является не только мне качество, не только мне кажется, вот есть тоже такая прекрасная цитата этого большого специалиста в области тестирования, кто не читал эту книгу, прям обязательно прочитайте. Вот он говорит, что лучший тестер это не тот, который находит большинство багов, как здесь предполагалось, и не тот, кто embarrasses the most programmers, не тот, кто унижает большинство программеров. Хотя на самом деле мы помним про конфликт, да, каждый баг, каждый репорт, но это некий такой укор, что ли, программисту. И понятно, что тестер входит в конфликт с программистом, когда он репортит баг. И это должно быть так, это правильный конструктивный конфликт. Но лучший тестировщик это тот, который делает так, что большинство багов в итоге фиксится. Задача не просто баги сбросить в баг-систему, не просто создать их количество, не просто накрутить их в количественном выражении, а сделать так, чтобы они в итоге закрылись, чтобы эти баги были пофиксены. Я думаю, перефразируя или толкуя это выражение Кема Кеннера, я бы сказал, что лучший тестировщик умеет правильно зарепортить баг. То есть мало баг просто найти, что я вижу повсеместно. Люди находят баги, пальцем могут объяснить, что произошло, но совершенно не умеют это сделать в документации, не могут написать баг-репорт. А это большое искусство, на мой взгляд. Написание баг-репорта – это то, что мы умеем делать супер некачественно. То есть большинство людей репортит баги плохо. Ну и хороший тестировщик должен понимать предметную область, в которой программа работает, и технологии, на которых работает. Да, хороший тестировщик, безусловно, должен понимать предметную область, он должен понимать, что там происходит, и если он это понимает, он в итоге сделает так, чтобы баги фиксились. То есть, конечно, тестировщик, который не разбирается в том, что он тестирует и не понимает продукт, у него просто не получится сделать так, чтобы его баги фиксились. То есть, наверное, лучше всего платить программистам, платить тестировщикам не столько за репорченные баги, а за баг, который зарепортился и пофиксился. Не всегда, конечно, это зависит от тестировщика, не всегда тестировщик может проконтролировать эту ситуацию, и некие баги ложатся в бэклог и не фиксятся месяцами, потому что просто менеджмент решает, что это не критично. Но какой-то реворд, какое-то поощрение должен тестер получать за баг, который он прорепортил, и в итоге этот баг оказался фикс. Вот я бы рекомендовал в эту сторону думать. Ну вот, такие 4 вопроса. Ну и последний вопрос.
уже такой несколько шутливый. Я спрашиваю у людей часто, какие вы читаете книги про тестирование. И вы будете удивлены, я был удивлен, что в большинстве случаев ответы именно вот такие 3. То есть очень часто люди говорят, что я не читаю книги про тестирование, я практически тестировщик, я всю эту ерунду читать не хочу. Некоторые говорят, я не помню, что-то когда-то читал. Некоторые говорят, вот типа Kotlin in Action, то есть называют какие-то книги, которые мало имеют отношения к тестированию. Кто из вас вот прочитал больше 5 книг по тестированию? Ну, 5% руки подняли. Надо, чтобы все читали. Я думаю, что вот те книги, которые я указал сейчас, и я укажу еще немножко, вот эти вот 5 книг, сделайте себе фотографию, я рекомендую из всех, которые я прочитал, ну, я прочитал, не знаю, может быть, 1,5 десятка, но вот эти 5, они заслуживают внимания. Есть очень много книг плохих по тестированию. И я их тоже читал, и пытался их и цитировал, и читал. Они действительно ошибаются. Очень много людей плохо, неправильно понимают тестирование. Но вот эти 5 книг, которые я выбрал за многие годы работы с софтвер-инжинирингом и тестированием, вот эти 5 я вам бы рекомендовал прочитать прям от корки до корки. Они несложно читаются, они несут много мудрости. Ну и вот 6-я, это моя. Она тоже про тестирование, там есть несколько глав, посвященных тестированию. Если будет интересно, тоже можете ее почитать. И, наверное, она вам тоже поможет. Ну, в общем-то, вот это все. Я вам хотел дать, вот это мой телеграм-канал, вы можете на него подписаться. Я там выкладываю и свои мысли про тестирование, про программирование. И давайте сейчас я готов на ваши вопросы ответить. Мне кажется, они должны быть. Я вам 4 мысли, мне кажется, закинул. 5-й это был вопрос шутливый, но 4 мысли я вам закинул. Первая мысль в том, что тестировщик должен ломать, а не строить. Задача тестировщика быть ломающим элементом в проекте, а не подтверждающим качество. Он должен ломать, это его идея. Вторая, тестировщик должен не принимать качество, а реджектить его. Тестировщик не является точкой проверки продукта перед выходом в продакшн, он должен работать параллельно с программистами. Третье, что мы сказали, что тестировщик должен, что лучше всего планировать тестирование через количество багов, хотя это сложно и трудно, но имеет это смысл делать. Ну и 4-я рекомендация была что лучше всего тестировщик это тот, который умеет донести свою мысль в электронном виде через баг-репорт. Давайте вопросы. Да, можете пока, Егор, переключить на слайда? Да. Вопросы, да, поднимайте руку, наши волонтеры будут к вам подходить и задавать. Буквально минуточку, да. Вот сразу представляйтесь, как вас зовут, и потом дальше вопрос. Алексей Гирин, компания EPAM. Скажите, правильно ли я вас понял, что вы считаете продуктивным наличие антагонизма между девелоперами и тестировщиками на проекте? Да, безусловно, да. Вопрос, да, я повторю. Действительно, считаю я этот конфликт конструктивным, и должен ли он быть, этот антагонизм, некое противоречие, противоборство, может быть, даже между тестингом и программированием. Я думаю, что да, оно должно быть. Если его нет, я думаю, что качества не будет. Вообще, качество – это результат конфликта. Качество – это результат столкновения двух интересов. Если все мы смотрим в одну сторону, то качество нам не увидеть, потому что нет никакого сдерживающего начала в нашем движении. Должно быть всегда какое-то противостояние. И это противостояние лучше всего организовать в виде конструктивного противостояние между тестировщиками и девелоперами. Конструктивно. Они не должны ссориться, у них не должно быть скандалов в офисе. Это, безусловно, некорректно. Но конструктивный конфликт должен быть. Тестировщик всегда считает, что все плохо, программист всегда считает, что у него все хорошо. Поэтому ответ «да». Меня зовут Вяземский Семен, компания Beeline. Вопрос у меня в следующем. Вы говорили про менеджмент, про людей, которые над разработчиками и тестировщиками, которые решают о готовности продукта. Но в целом такой тренд, что лидами в командах становятся разработчики, основной. Так же, как и вы являетесь лидом, вы разработчик в основном. И как сделать так, чтобы вот в этом конфликте, соответственно, лид не давил в сторону разработчиков, чтобы качество, то есть чтобы этот конфликт был в каком-то балансе? Никак не сделать, не знаю, я не думаю, что это имеет решение. Вопрос очень хороший, да, действительно, в основном тестеры находятся, к сожалению, на вторых ролях тестеры, и индустрия в целом, это тоже масса цитат на эту тему, о том, что тестеры такие second-class citizens, что ли, то есть тестировщик это главный в проекте, а тестер это некая вспомогательная функция, и часто этих тестировщиков просто вообще нет. Если они и появляются, то они в меньшинстве, к сожалению. И вот, наверное, для этого мы и проводим конференции, чтобы как-то это дело
дело исправить. На самом деле я считаю, как и тоже многие цитаты я сейчас не приведу, но многие авторы считают, что тестинг это процесс более сложный, чем программирование. И я с ними согласен. Потому что тестирование, для того, чтобы качественно, хорошо протестировать, нужно уметь и понимать, как это построено, но и нужно еще и думать, как это сломать. Программист только строит, а тестировщик, он видит это, должен видеть как бы с двух сторон. Поэтому это несправедливая ситуация на рынке, что тестировщики находятся на вторых ролях. Но можем ли мы эту ситуацию исправить? Я не думаю, что это можно сделать легко. В основном, да, промоутят девелоперов, в основном на первые, на руководящие позиции попадают бывшие девелоперы. И, наверное, девелопер будет думать про девелопмент в первую очередь, потом про тестирование. Я сталкиваюсь в своей работе часто с мнением, что зачем нам вообще тестирование, если у нас хорошие программисты. И когда пытаешься менеджменту объяснить, что нам нужно нанять еще 3 тестировщиков, то они спрашивают, а что-то не так с программистами? То есть для них это сигнал, что что-то, я, значит, недоволен программистами. И когда я говорю, вот смотрите, у меня тут 40 программистов и ни одного тестера, давайте возьмем хотя бы 3 тестеров, то сразу вопрос, что случилось? Почему так? Почему, чем ты недоволен? Ну, такое заблуждение, что ли, на рынке существует. Поэтому я не думаю, что есть какое-то прямое решение. Ну, так будет. Тестировщики должны, если уже говорить о том, как вернуть тестировщикам, вернее, помочь им получить некую власть, то, наверное, это через семинары, вебинары, презентации, может быть, писать книги, писать статьи. То есть показывать, что тестирование само по себе является какой-то ценным направлением в индустрии. Что это не помощники программистов. Тестировщики это не помощники программистов. Это такая же точно равноправная роль, которая должна быть рядом с программированием идти. Эти строят, эти ломают. Ну, я думаю, что не ответил на вопрос, но да, высказал свое мнение. У нас еще 20 минут, Егор, для вас, так что если вы хотите дополнить, то смело. Да. Привет. Щедухин Павел. Я хотел поставить под вопрос твое высказывание про то, что разработчики делают, а тестировщики ломают. Ну, во-первых, это несет какую-то негативную коннотацию к вообще тестированию. А во-вторых, ломаем ли мы? Мне кажется, ломают как раз разработчики. Ты же не называешь диагноста врача калечащим. Он просто ставит диагноз и помогает тебе вылечиться. Также и мы ничего не ломаем. Мы максимум находим то, что сломано, а еще лучше там предупреждаем перед тем, как разработчик что-то сломает, говорим, на что надо обратить внимание, чтобы он не допустил баг. Но тестировщик – это не тот, кто ломает. Пытался найти цитату, я где-то читал, сейчас не вспомню, что тестирование – это, там даже использовано слово «sadistic process». Вот я сейчас не найду где. То есть этот процесс такой достаточно агрессивный, как некоторые авторы считают, что тестирование – это процесс такой, То есть если тестировщик, вот такая мысль у этих авторов, что если тестировщик мыслит позитивно, и мыслит конструктивно, и мыслит, даже конструктивно слово использует, вместо деструктивно. Если тестировщик смотрит на систему, и она ему нравится, если он смотрит на продукт, и ему нравится, как он работает, и он себя как-то с этим продуктом ассоциирует, ему хочется, чтобы этот продукт был лучше и лучше, то от него мало будет толку, от этого тестировщика. Тестировщик должен смотреть на продукт с точки зрения, где бы его еще сломать, и где бы еще найти в нем изъян. То есть это такова, мне кажется, идея тестирования. Если он смотрит на него с точки зрения автора и думает, что он тоже автор, как вот говорят часто тестировщики, программисты, это мы оба авторы, мы вместе делаем продукт, в итоге качество будет страдать. Продукт конструируют и создают все-таки девелоперы, которые не видят недостатки, не должны видеть недостатки, иначе их это будет блокировать. Если я как девелопер буду тормозить и думать, что у меня что-то нехорошо получается, здесь бы формочку исправить, здесь бы как-то улучшить, то я начну тормозить, моя скорость выдачи фич новых, моя скорость выдачи новых строчек кода, она начнет падать, потому что у меня возникнет такая рефлексия, я буду на свой процесс рефлексировать, буду смотреть, а хорош ли я, а хорошо ли у меня получается, и в итоге я начну делать работу тестировщика, и все потихоньку затормозится. А если программиста освободить от этого и сказать, whatever you do, то есть что бы ты ни делал, мы любим то, что ты делаешь, давай скорость, выдавай нам продукт. А есть команда тестировщиков, которая тебя по определению не любит, твой продукт точнее, тебя очень любит, но твой продукт не любит. И она будет все время находить, вот в этом конструктивном конфликте, мне кажется, вся суть тестирования. Ну не мне кажется, я же говорю, есть даже слово, я видел, садистик. То есть это должен быть, так сказать, приходить на работу и думать, сейчас я вам покажу. Тестер так он должен подходить к этому. Следующий вопрос. Очень интересная холиварная тема, но не буду ее продолжать.
Я хотел по третьему слайду сказать. Там был вопрос о том, когда заканчивается тестирование. Вот. И мне кажется, что ответ, который вот прозвучал, он немножко не на этот вопрос. Нет, подожди. Когда заканчивается, четвертый вопрос. Нет, второй вопрос это был, да. Testing is finished, да. Да, и в ответах всегда звучал не количество багов, найденных в целом на продукте, а именно про скорость нахождения багов. Правильно? Я имел в виду вот здесь слово planned подчеркнуто, то есть я имел в виду, что мы тестирование заканчиваем, когда наш план выполнился. И в этом плане должны запланированы быть баги. Но план не по количеству багов, найденных в целом в продукте. В скоупе тестирования. По скорости, может быть, нахождения багов. Нет, я скорость бы не обращал внимания. Я думаю, что это не я, а вот те, кто это рекомендует, что рекомендуют обращать внимание именно на скоуп тестирования. То есть перед тем, как выполнять любую работу, нам нужно определить скоуп этой работы. Нам нужно понять, что мы должны сделать. И мы должны этот скоуп определить. Вот здесь предложено 3 варианта определения скоупа. Допустим, второй вариант, это наш скоуп, это потраченные 40 рабочих часов. Не важно, что мы там делали. Facebook мы там читали, там Instagram листали или мы тестировали. 40 часов прошли. А в другом варианте предлагается этот скоуп определить четче в количестве найденных багов. И можно эти баги найти за день, можно найти за неделю. Это не важно. Скоуп будет закончен, когда мы нашли там 42 блокера. Откуда вы берете деньги-то на вот это все? Время-то не бесплатно. Понимаете, у вас есть деньги, которые в бюджет, которым вы распоряжаетесь. Вы поставили задачу найти 42 бага. Если на это уйдет 10 лет, вы готовы на эту жертву? Во-первых, да, вопрос повторю, готовы, как мы предположим, что скоуп не получается закомплитить, не получается скоуп выполнить. У нас поставлена задача 42 бага, мы нашли 40, мы нашли 30, и вот мы дальше работаем, время идет, деньги мы тратим, зарплата идет, люди работают, но следующие 12 багов найти невозможно. Никто нам не запрещает этот скоуп подкорректировать, никто не запрещает нам остановиться и сказать, мы понимаем, что в данной ситуации 30 мы должны ограничиться, хотя мы хотели 42. Возьмите программистов. Вы даете им задачу заимплементить какую-то фичу, заимплементить алгоритм. Это должно работать за 3 миллисекунды, мы должны возвращать результат. Они кодируют, а там все время 10 миллисекунд. Меняем скоуп, садимся с ними и обсуждаем. 3 невозможно, будет 10. Так же тоже бывает. То есть время все-таки is over. Нет, время, это же как бы менеджмент треугольник. Есть время, есть скоуп и есть деньги. Конечно, в этом треугольнике мы балансируем. Мы поставили в скоуп, мы поставили 42 бага, во время мы поставили примерно неделю, и в кост мы поставили зарплату разработчиков. Прошла эта неделя, мы посмотрели, к чему мы пришли. 42 бага не нашли, время съели, деньги потратили. Совершена какая-то менеджмент-ошибка. Давайте подкорректируем ее. Но это не значит, что мы в следующий раз не будем рисовать этот треугольник. И будем говорить, так, ладно, забудьте про скоуп, просто тестируйте. У нас один из концов этого треугольника, скоуп, он выброшен. Да? Давайте просто тратить деньги и просто сидеть в офисе. Но это неправильно. Должна быть третья составляющая тоже. Сам скоуп, он должен быть определен. И вот вопрос, в чем его определить. Я считаю, что он должен быть не в тест-кейсах. Потому что если определить его в тест-кейсах, то тогда можно весь completion сделать за один день. Да. Добрый день, Дмитрий. А вот представьте себе ситуацию. Testing is finished, 42 бага найдено. Но мы возвращаемся к 4-му вопросу, но скорость нахождения этих багов по-прежнему фантастическая. Что делать? Тестирование завершено, но продукт нельзя релизить. Как мы выйдем из этой ситуации? Я думаю, что в этой ситуации хороший вопрос. В этой ситуации мы запускаем следующий такой подпроект, sub-project для нового тестирования. Ставим новую какую-то задачу и основываясь на тех цифрах, которые мы видим. Мы видим, что действительно 42 нам не помогли. По-прежнему баги у нас валятся. Поэтому 42 было мало, и мы запускаем новый субпроект и говорим, а теперь еще 100 нам багов найдите. Этот вопрос о том, что мы говорим тестировщику, как мы тестировщику ставим задачи, на что мы его ориентируем, какой у него скоуп работ. А менеджмент, который ставил эту задачу, конечно, смотрит на результаты, дальше сам определяет, делает вывод о том, помогла нам эта работа или нет. Я к тому, что нельзя ставить тестировщику задачу «работай неделю». Потому что через эту неделю он просто закончит работать, и мы его не ориентируем таким образом на то, чтобы он сломал продукт и доказал, что он сломан в 42 местах. Не знаю, опять же, ответил я или нет, но что-то около, да? Там микрофон, просто надо дождаться. У меня микрофон. Да. Никита Белковский, компания «Аркадия». Мне кажется, в целом вы говорите про какое-то количество багов для того, чтобы достигнуть такой-то цели, такое еще. На самом деле time is over, да, это как уже товарищ отмечал. Тоже вполне себе acceptance критерия, может быть. Но вы уперлись, вам бизнес говорит, у нас нет времени, нам нужно по-любому выкатить даже забагованный продукт. Это нормально. Просто, мне кажется, как-то шире
момент должен быть, и вы его как будто упускаете, что ли. Извините, ну просто... Или как вы вообще это применяете? Вы действительно буквально вот баги считаете, сколько нужно для этого? Буквально считаем баги. Ну, я понимаю, о чем идет речь. Я понимаю, что кажется, что как будто бы упрощается проблема, да, как будто примитивизирую я ситуацию и делаю из тестеров просто баг-файндеров таких. Что на самом деле вчера у меня было интервью, и мне после того, как мы поговорили об этом, человек мне сказал, что вот неправильно нас видеть как баг-файндеры. Мы не баги ищем, мы quality поднимаем. Мы на самом деле улучшаем качество продукта, мы смотрим на ситуацию. Вот примерно те же слова он мне говорил. Мы видим ситуацию шире, мы должны смотреть на нее в целом, как вот мы помогаем продукту выйти на рынок с более высоким качеством и бла-бла-бла. Это все очень красивые слова, но эти слова красивые, они не превращаются в реально работающий продукт с действительно малым количеством багов. Я все-таки верю в практику и верю в конкретику. И поэтому стараюсь слова типа «мы все хотим повысить качество» заменять чем-то более реалистичным. Допустим, строчками кода, количеством фич, количеством закрытых тикетов. То есть больше конкретизировать работу. Также точно и с тестировщиками. Просто сидеть и тестировать, просто время тратить. Это и говорить, что мы в этот момент добиваемся качества, и говорить, что мы все члены одной команды, и нам не нужно спорить с программистами, нам нужно все в едином порыве создавать новый качественный продукт. Это классный лозунг для уровня менеджмента. Для уровня, вернее, хай-менеджмента какого-то там на супервысоких уровнях. Но на уровне практики, где мы работаем с реальным тестированием, я и книги, которые я вам показывал, рекомендуют все-таки спуститься на землю и понять, как же мы этим нашим тестировщикам, вам, например, ставим конкретные задачи. Как мы определяем, человек справился с задачей, его нужно поощрить, или человек не справился с задачей, его нужно наказать. Ну, как любого участника любого процесса. Как мы понимаем, что тестировщик справился? Как мы понимаем, что он хороший тестировщик, а другой плохой? Так же, как и с программистами. Мы должны иметь какие-то метрики. И количество найденных багов, количество зарепорченных багов, количество в итоге пофиксенных багов – это прекрасная метрика. У нас еще в слайдах 5 вопросов для вас есть, Да, и 10 минут времени еще имеется, Да. так что еще парочку вопросов из зала, и перейдем Давайте. к слайдам. Вот мужчина с бородой из тоннеля. Нет, вот- там барышня, все вижу. Барышня, да. Добрый день, Настя, компания Тисос. Только чуть-чуть поближе микрофончик, будьте За любезны. доклад. У меня вопрос, собственно, вот к тем же 42 багам. Допустим, я как хороший тестировщик знаю свой продукт и знаю какие-то слабые места в продукте. У меня есть какой-то кусок продукта, который мало используется, и, собственно, поэтому он довольно низкого качества. Я же могу пойти в этот кусок продукта и 40 багов найти там. Каким образом это поможет бизнесу поднять качество продукта и поможет менеджменту сказать, что вот да, это классный тестировщик, и он все сделал правильно? Ну, Я выполнила. Да, я понимаю. Вопрос, просто мы должны понимать, что 42 бага это так, для презентации сказано. Конечно, в реальности это будет достаточно более точная цель. Цель будет сказана не просто 42 бага вообще в воздух, вот они, какие-то 42 бага. Будет, скорее всего, сказано, что мы сейчас платим за баги из этого функционала. Под словом платим, я понимаю, нам нужны баги из этого функционала. Менеджмент приходит к команде тестировщика и говорит: ребята, сейчас нам интересно вот здесь найти 42 бага. Причем не просто 42 бага, а 12 из них должны быть блокеры обязательно, а 30 должно быть вот такие, а майнеры нам вообще не нужны. Мы не покупаем сейчас майнер-баги. Вы можете их репортить, но за них вам ничего не будет. Вот, например, так может сформулирована быть задача. И тестировщики понимают: окей, да, мы знаем, там багов еще 100, но нам за них сейчас не платят, поэтому мы фокусируемся на этом функционале, в нем работаем, из него выдаем 42 бага, и бизнес нам говорит: молодцы, и мы эту задачу закрыли. 42 это примитивная, конечно, формулировка, она должна быть более точная, более тонкая. Да. Скажите, откуда вообще берется тезис, что количество багов бесконечное? Если речь идет не о полном продукте, да, а конкретной новой фиче, то есть там все-таки конечное количество багов, мы же... Есть такая книга, да, Mystical Man's Month Фреда Брукса, я ее тут не указал, и там этот постулат, не знаю, миллион лет назад был предложен, что продукт, как только он перестает быть программой из одной строки, в нем с астрономической скоростью растут баги, и в итоге они, как только программа там чуть длиннее, чем несколько строк, то в ней уже количество багов не посчитать.
Поэтому этот постулат, он такой фундаментальный, что, и тем более, если речь идет о программах, с которыми мы работаем, это сложные программы, в которых десятки тысяч строк кода, то там багов бесконечное количество. Безусловно, мы не можем говорить сейчас о какой-то бесконечности, но их там такое количество, которое в разумный предел, в разумные сроки, в разумный временной интервал просто даже не найти и не пофиксить. Попробуйте покрутить, попробуйте написать примитивный какой-нибудь продукт и попробуйте его запустить на разных средах, попробуйте его, даже еще, знаете что, тут вот что скажу, объясню эту мысль. Багом в соответствии со стандартом IEEE является несоответствие продукта expectations customer. Именно слово expectations там используется. Эти expectations в большинстве случаев документируются в requirements. В большинстве случаев. Но если мы возьмем, допустим, мобильный продукт, например, приложение какое-то мобильное, там Яндекс.Карты, то нет никаких requirements. Нет документа, который описывает мои, как пользователя, ожидания. Я открываю приложение Яндекс.Карты, и у меня какие-то свои ожидания. И команда тестировщиков должна, глядя на этого потенциального пользователя, его глазами, должна сказать, что вот следующая ваша версия Яндекс.Карты, вот она не соответствует такому-то ожиданию пользователя с телефоном размера такого-то, потому что чуть-чуть неудобно здесь и здесь. Requirements нет на эту тему, документа у них не существует, я им ничего не писал, как пользователь. Но у них эти expectations должны в голове существовать, и их будет бесконечное количество, потому что пользователи Яндекс.Карты миллион человек, миллионы людей, миллионы источников требований. У каждого свои expectations. То есть представьте, какое теоретически огромное количество число багов можно в этот Яндекс.Карты вложить. Теоретически. Да, девелопер скажет, что нетипичный. Я же не сказал, что багов что там блокеров бесконечное количество. Да, блокеров там какое-то количество более-менее ограниченное. И то, есть разные устройства, есть разные ситуации, разные процессы. Но даже если мы даже если про блокеры говорить, то их там огромное количество. Если говорить просто про баги, которые еще и questionable, с которыми можно поспорить, когда девелопер скажет, я этот баг не принимаю, потому что он там вот такой. Тестировщик скажет, нет, он такой, есть там 23 пользователя в Москве, у которых экран там какого-то супер другого размера. И у них вот не помещается ваш курсор вот сюда. Исправляйте его. Оно близко, оно стремится в бесконечность. В ноутпаде. Попробуйте этот ноутпад поставить на 180 разных версиях Windows, попробуйте его с разными текстами, разного размера, разные кодировки. Можно с ним поиграть. Так, мы сейчас... И еще последнее, что я скажу насчет этого, насчет багов, что, в общем-то, есть понятие black box тестирования, а есть понятие glass box тестирования. И если мы начнем как тестировщики смотреть внутрь кода и смотреть, как он написан, то у нас могут появиться баги из разряда maintainability баги. Знаете, что это такое, да? То есть есть баги функциональные, а есть баги, касающиеся maintainability. Это когда мы говорим, смотрите, вот ваш код исходный, но его поддерживать трудно. И мы, как тестировщики, говорим, что у вас вот реализация какого-то алгоритма внутри плохо документирована, плохо описана. То есть мы смотрим изнутри, хотя мы и тестировщики, мы не кодим ничего, но мы, ломая продукт, мы раскрываем его изнутри, мы раскладываем его на компоненты и говорим, что он еще и внутри плохо написан. Ведь программный продукт это не только внешняя составляющая, это не только функциональное тестирование, но и тестирование изнутри. И когда мы на продукт смотрим изнутри, то мы показываем девелоперам, что у тебя здесь некачественно написано, здесь у тебя алгоритм плохо реализован, здесь у тебя код плохо документирован. И таких багов может быть тоже бесконечное количество. Да, дальше мы перейдем сейчас в слайда. Остальные вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на Ask Me Corner. У нас еще будет время, специальный перерыв для этого, порядка 10 минут. Да, slida.com, можно зайти туда. С моего ноута. Через ссылочку, да, заходите. Да, и отдельно я вижу достаточно такая емкая тема, в которой хочется подискутировать и узнать много информации, которая вас интересует. Это хорошо, это приятно, потому что в диалоге рождается истина. И сейчас мы посмотрим, возможно, не посмотрим? А прочитайте их, я так скажу. Давай прочитаем тогда. Вот, Юр, пожалуйста. Да. Вот отсюда, да? Да. Татьяна. В схеме выдачи бонусов за баги, как боретесь с тем, что народ начинает один баг дробить на кучу следствий? Да, действительно, мы сталкиваемся с такими достаточно часто, когда человек понимает, что за баги какие-то приходят реворды, то человек начинает баг репортить не одним большим блоком, и не сразу говорит, у вас там один большой блокер, а репортит там 3-4 разных мелких бага. Я думаю, что это хорошо.
Я думаю, что это помогает в итоге баги фиксить. То есть чем более баг мелкий, чем более он конкретный, чем более он узкоспециализирован, тем легче программисту его пофиксить. Поэтому это как раз мотивирует тестеров на то, чтобы они репортили более мелкие и более конкретные баги. Потому что многие тестеры, их неспособность правильно репортить баг именно в том, что они репортят сразу много. Сразу прикладывают много скриншотов, сразу много текста пишут, целую историю рассказывают о том, как у них там что-то не получилось. Программист это все открывает, и фиксить это невозможно, потому что слишком много изменений нужно сделать, чтобы исправить такую большую функциональную проблему. Поэтому, когда тестировщику платим за каждый баг, он старается их делать меньше. Поэтому это как раз в плюс, а не в минус. Еще один вопрос успеем здесь, остальное на Ask Me Corner можно Егору уточнить. Если не добрали количество багов, то нужно ли высасывать из пальца? Хороший вопрос завершающий. Допустим, мы действительно поставили скоуп как 42 бага, тестировщики не могут набрать 42 бага и начинают думать, откуда им эти баги взять, и высасывают их из пальца. Я думаю, что это неплохо, опять же, пускай высасывают из пальца, потому что мы-то баги же попадают в систему не автоматически, а мы делаем некую приемку багов. Ну, так должно быть. Баг репортит, тестер репортит баг, потом некий архитектор проекта или какой-то проверяющий со стороны девелоперов этот баг либо принимает, либо говорит, это дубликат, например, это уже было зарепорчено, или плохо репорт составлен, реджектит его. То есть этот конфликт тоже включается здесь, и в какой-то момент команда все-таки принимает этот баг. Поэтому если тестировщики будут высасывать из пальца, а девелоперы будут реджектить то, что им не нравится, ну ничего плохого в этом нет. А если, пытаясь добрать это количество до 42, тестировщики все-таки найдут что-то, ну и ничего плохого в этом нет, пускай находят. То есть я не вижу здесь проблем. Ну, Друзья, давайте перейдем, в соседний зал. Аплодисменты Егору. Спасибо большое.